Добро пожаловать на канал Body Positive. Здесь мы делимся нашими приключениями, путешествуем и рассказываем о жизни с невероятными животными – борзой Чару и соболем Бади. Сегодня у нас особенный выпуск. Мы познакомим вас с историей девушки, которая живет бок о бок с дикой каменной куницей. Это не просто животное, это настоящий вызов, который перевернул ее жизнь. Готовы узнать это, каково это? Когда обитатель дикой природы живет прямо рядом с вами. Тогда оставайтесь с нами. Со знакомства. Давай ты расскажешь немножечко про себя. Да. Вот. Ну, в общем, я думаю, знаешь уже, я Аня. Да. Я Наташа. Короче, была у меня маленькая история с ласточкой, и после нее я начала изучать много информации о куньих семейства. И вот захотела себе соболя. А нас в Украине, к счастью, соболя не держат на зверках. Вот. А у меня было такое желание забрать соболенка, со зверки, чтобы спасти маленькую жизнь. В общем. А просто так, какую-то зверушку держать в неволе дикаря не особо хотелось. Вот, а так нашла похожий вариант на соболя, это куница. У нас они есть. Каменная куница – это хищное млекопитающее из семейства куньих. Она широко распространена в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Ее можно встретить как в лесных районах, так и рядом с человеческими поселениями. Куницы, как и соболи, всеядны. Но в отличие от соболей, они очень часто селятся вблизи людей. Я бы не сказала, что их сильно держат на зверках. Это у них более такой дешевый мех, с них тоже шубы делают и так далее. Охотятся на них хорошенько. Вот. И некоторые подпольники держат этих зверей, разводят незаконно, можно сказать. Вот и плюшек. Ухо жует. И плюшек вот был рожден в клетке, да, плюш? У него родители, кстати, с леса. Его мама и папа дикие. Он был просто... Да, плюш, успокойся. Он был просто приречен уже жить в неволе, так как он родился. Так что вот заботимся о нем. А как ты выбирала? Как ты выбрала, что именно плюш? Там же, наверное, много было животных. А там хозяйка она вынесла его на остановку, прям за деревню, чтобы никто не знал, как она их держит, где их держит. Вообще мы хотели девочку, и она сказала, что это девочка, мы его забрали. Она в таких ежовых рукавицах, таких огромных, доставала его с маленькой коробочки такой. Вот. А он спал, как спал, он всю дорогу спал, мы ехали через всю страну, его забирали. И он был такой безобидный, мы брали его на ручки, я не понимаю, зачем она вообще эти рукавицы брала, такие большие. Она боялась, что он ее укусит. Ему было 2 месяца всего, вот. Да, плюш? Ему было 2 месяца, и он был безобидный тогда. Мой сынушка, наша плюшка. А когда мы приехали домой, конечно, он начал проявлять, не знаю, то ли свою территорию защищать, то ли просто боялся нас. Он уже начал рычать, прятаться, вот, хотел укусить за руки. Слякай. Ничего страшного. Плюш, уже искусал. Хотел покусать руки, но мы его начали там медиком прикармливать, вкусняшками, и уже через пару дней он уже знал, как его зовут. Тебе вкусно? Мы сначала думали, это девочка, она была плюшка, потом узнали, что это мальчик, и имя толком и не поменяли. Была плюшка, стал плюш.
Был А за мальчик сколько вам удалось наладить с ним контакт? Так, не рушь мою конструкцию из камеры, иди отсюда, уйди. Нет, Ну, не дам тебе оттуда ничего. уже через дня 2 он уже знал свою кличку. Мгм. Вот. И через дня 3-4 уже спокойно играл с руками, как маленький котенок. Вот и у него были первые игрушки, это мышка на веревочке, она еще с пищалкой такой. Мгм. И да, это он до сих пор, кстати, такие игрушки любит. Иногда покупала такие же вот мышки. Ну, вообще, он пока маленький был, он был как безобидный котенок, который не кусается. Вот мне показывал еще свой характер. С ним можно было даже путешествовать. Я с ним на море ездила, даже он на море с нами был спокойно. И чё? Больше нравится смотреть. Да, вообще, ему было полгода тогда, и он за это время ничего плохого не делал. Ну, там, например, я не боялась его взять на руки, когда я захочу. Там, не боялась протянуть руку, когда я захочу, а не когда он. Вот. А потом уже через годик-полтора уже начали играть гормоны. У него начался первый гон. У него вообще тогда крыша поехала. И тогда было уже опасненько с ним вести себя так, как ты хочешь. То есть его нельзя было просто так взять на руки там, или погладить, когда я захочу. Уже все, через 1,5 года это уже настоящий зверь. Я, в принципе, была готова к этому. Ну, ничего. Все нормально. А было ли у тебя какое-то такое состояние, вы знаешь, когда они меняются, когда вот у него характер поменялся, и ты такой, блин, ну как же так? Неужели вот этот маленький, классный дружочек-пирожочек больше уже не будет таким милым и ласковым? Да, Было? были обиды вообще на него даже. Когда он кусал меня просто так, я боялась с ним вообще лишний раз контактировать. И вот я переживала, что вот придется с ним жить как в зоопарке. Ой, ты чего? Вот буду держать его там на балконе, там заперти за решеткой, там и бояться его выпустить в квартиру, потому что он просто может наброситься на ногу там, или на руку. Вот. И мне было страшно, что вот придется вот такими чужими быть с ним. Ну, помогали, кстати, вот эти препараты, которые успокаивают гормоны. Вот после этих препаратов можно с ним найти общий язык. Подстроиться под его требования, уважать его личные границы нужно. И вот, как говорит мой муж, я не трогаю его, он не трогает меня. И тогда никто никого не обижает. Да. И это когда Плюш хочет поиграть, вот, он может подойти, показать, что он хочет контакта какого-то, на ручки перейти и так далее. Вот, прыгать. Тогда я могу спокойно его руками трогать и так далее. Вот. И тогда, как во время игры, он может спокойно допустить себя к животу, вот можешь и за лапы тянуть, и там и живот чесать, ему вот все равно, он тактильный и добрый, когда играешь. Вот в спокойном состоянии не всегда так получается. Он качается. Понятно. А какие у него любимые занятия? Что вот он любит делать? Ой, вообще, как у нас проходит день с Плюшем, когда мы приходим с работы, мы сначала его отпускаем, он выбегает. Нет, сначала перед тем, как его открыть, мы прячем шибу. Вот. Потому что, когда мы его отпускаем, он в первую очередь бежит не к нам, а бежит по столам. Там у нас маленький столик, там на купоны, он выпрыгивает, ищет, есть ли еда какая-то, может, после нас осталась. Проверяет все, а потом уже подходит к нам, здоровается, там идет на ручки, там целует, там лискает руки, там щеки, бывает даже такое часто. Вот. И, тогда он накатывается у него настроение, разыгрывается энергия, он начинает потом игры играть. И игры у нас, как всегда, одинаковые. Это первая любимая, это борьба руками.
он играет, покусывая. Вот. Ну, он контролирует эту силу укуса, но иногда, когда разыграется сильно, то да, там может перевозбудиться в играх, вот, и укусить с рыком и агрессией, а потом резко убежать у себя на балкон и знать, что он сделал плохо. Вот. Понимает, но бывает вредничает. Еще он любит играть в догонялки. Сочувствую, конечно, нашим соседям. Стельки обуви постоянно вытаскивает у нас. Стельки? С обуви постоянно вытаскивает, да. Это тоже его любимое. Вот всегда ты подходишь к обуви, там всегда валяется отдельно стелька. Он бежит туда, все повытаскивает, и тогда спокойнее. Не знаю, почему так. А так-то, в принципе, игры у него любимые. Еще это его беговое колесо. Он может ночью до 5 часов набегать на колесе. Он даже вот буквально бывает через минут 15 после гуляния по квартире, он просится, уже скребется в дверь на балкон, чтобы его уже пустили домой, потому что он хочет побегать по колесе. Вот, ему достаточно небольших выгулов вечером, там, пару раз может. И он сам уже просится на балкон. Вот сейчас открыто, например, он у себя на балконе сейчас сидит. Он не хочет сейчас контактировать, уже устал, наверное. Не знаю. Ну, то есть ему активности, в принципе, хватает для того, чтобы он выплескивал свою вот эту неуемную энергию. Да, в первую очередь колесо, наверное, берет на себя вот эту разгрузку. Я не знаю, как раньше я могла быть без колеса этого. Он ночью просто как бешеная белка, просто круги такие большие наматывал. И это было очень шумно, и до утра просто шум сплошной был. А сейчас только монотонно жит колесо и нормально. Все. Ну и когда я же говорю, он когда приходит играть в квартиру, буквально через минут 20 там, он уже возвращается бегать на колесе. Не хватает. Ну да, они до 40 километров бегают в день. Это, конечно... Да, я читала, куницы километров 10-20 в день пробегают. Даже больше. Больше. Ну, то есть по каким-то исследованиям говорили, вот соболи, например, могут до 40 в день пробегать. Я думаю, куницы там точно не... Ну, где-то так же. Да. Давай теперь поговорим о таком печальном. Давай, расскажи, пожалуйста, про темную сторону содержания. И все, ты убил. Ну, ты понимаешь, я фотографирую, и все. Вот, темные стороны куницы. Ну, в первую очередь, то, что это дикое животное, и нужно быть готовым к тому, что он может быть опасный и вредный, потому что дикий. Вот. Ну, в первую очередь, это эти укусы внезапные, которые не всегда можно предугадать. Очень сильно чувствует твой страх, адреналин. Если, например, ты хочешь ему сделать что-то неприятное, ты еще не делаешь, это только подошла к нему, вот, хочешь, например, шлейку ему одеть, которую он ненавидит, он уже начинает рычать, не подпускать к себе, потому что ты еще в голове захотела подойти к нему с этой шлейкой, или просто забрать для этой шлейки. Вот. Ну... То есть он как будто предугадывает твои намерения, да? Да, если я боюсь, например, в этот момент, если у меня адреналин хоть немножко, он уже его чувствует, и уже не подойдешь к нему. Вот. А когда он расслаблен, и ты расслаблена вот в игре, то он, в принципе, безопасный. Вот. Но его нельзя просто так взять руками на руки, когда он не хочет. И бывало такое, что просто лежит рядом рука, он лежит рядом, потом внезапно он с рыком набрасывается на эту руку и кусает. Вот я не нашла даже особой причины. Но это было даже, скорее всего, из-за этих периодов гона, когда он мог просто так на ногу наброситься, мимо проходя. С собой я его взять не везде могу, потому что он дома чувствует себя спокойно. Везде у него в остальных местах стресс. Угу. Вот
То есть как раньше на пляж ты когда с ним могла там пойти, да, и так далее? Да, в детстве, Ну, когда был уже- маленький, я везде с ним гуляла. А когда он вырос, он почему-то начал то ли бояться улицы, то ли у него просто просыпается какой-то инстинкт. Особенно, когда мы выходим на улицу. Да, кстати, прогулки — это у нас тоже стресс. Потому что на прогулках он сидит только на плече, он боится спуститься на землю, но если он спустился на землю, то тогда он просто меня не знает. Он может наброситься на ноги, на нас покусать, рычит, потому что воспринимает нас уже как какую-то опасность. В этот момент нужно просто за поясок его резко поднять и забросить на себя. На плече он уже спокойно себя чувствует. І боїться, і не боїться. Хотів кусити, но ти його потягнув, да, наверх? Вот. Если даже на ветку его высадить, на дерево посадить, он будет рычать, и руки туда совать нельзя, разве что стащить его на плечо, или сам он прыгнет на плечо. Вот только на плече он спокойно ведет себя, и то нельзя даже поправить капюшон, например. Я помню, просто поправляла капюшон, он грызанул меня за руку. То есть сидит на плече на улице, руками не трогай. В дикой природе куницы прыгают на спину или шею более крупной добычи или хищника, потому что это самое безопасное место. Находясь там, они остаются вне досягаемости клыков и лап противника, защищая себя и одновременно контролируя ситуацию. Этот инстинкт сформировался у куниц как ключевой способ выживания. Плюш, хотя ни разу в жизни не охотился, все равно инстинктивно выбирает безопасное место на плече своей хозяйки. Это поведение заложено в его природе. Даже в домашних условиях он ищет точку, где чувствует себя защищенным и уверенным, полагаясь на тысячелетние механизмы, унаследованные от своих диких предков. Куница – одиночный хищник, который не живет и не охотится стаями. В дикой природе это означает, что она всегда полагается только на себя, а любое преследование воспринимается как потенциальная угроза. Когда Плюш гуляет впереди своего хозяина и оборачивается, он инстинктивно замечает, что кто-то идет за ним. Для него это сигнал опасности, ведь в природе, если кто-то следует за одиночным хищником, скорее всего, он хочет напасть. Несмотря на то, что Плюш знает своего человека, его инстинкты оказываются сильнее, и он атакует ноги, пытаясь защититься от этой мнимой угрозы. В таких ситуациях хозяева берут его на плечи. То самое безопасное место, где Плюш чувствует знакомый запах и интуитивно понимает, что опасности больше нет. Это яркое проявление природного инстинкта – выживания одиночного хищника. И он работает даже в домашних условиях. То есть ты говоришь о том, что вот недавно началось вот такое изменение поведения, и он начал иногда вас, то есть может атаковать неожиданно, да, укусить и так далее, да? А как с территориальными метками и как, то есть метит ли он территорию, метит ли он вас? Вот это тоже интересный вопрос. Я не метит. Он метит только у себя на балконе. На балконе он метит все, что туда попадает. Все игрушки, даже еду. Иногда я ему часто кидаю туда в разные коробки и так далее, чтобы он разрывал. Вот беговое колесо метит, Плюш. Грызешь. Но меня он не метит, и в квартире он ничего не метит. Максимум было такое, это обувь он может пометить. Это иногда, это редко бывает. А так-то все на балконе. Вещи он, конечно, не портит, если я за ним наблюдаю. А если нас нет дома, или мы забыли закрыть балкон на часик-два, то он разнесет, конечно, всю квартиру. Он в первую очередь разбросает все вещи, которые он видит, еду везде найдет, там разбросает и погрызет то, что ему понравилось. Это, конечно, ущерб небольшой, но все-таки лучше не рисковать, конечно, не оставлять его так в квартире. Сколько вообще ты считала ущерб, который причинил Плюш за время жизни? Именно ущерб он большой не делал. Это мелочные вещи, там наушники, там вот такого плана. А вот сколько обошлось на него денег на обустройство его жилища. Обзор на апартаменти Плюша. Це його бігове колесо.
Тут він їсть, там він мітить. Буває. Тут він спить, там його домик є теплий. Горшочок. Так, за вікном такий вид. І відро, в якому він грається, ляпається лапками. Буває, п'є воду. Ось таке. Поставили везде решетки и сделали звукоизоляцию балкона на полу, потому что очень мешало соседям. Вот. Это тоже вот ремонт, который требует для содержания такого зверя в квартире. Пришлось сделать звукоизоляцию, потому что соседям мешало, да, очень шумел. Да, это были ссоры просто с этими соседями. Я их, конечно, тоже понимаю, но я не знала, что мне делать вообще. Прыгает постоянно ночью, летает, как белка бешеная. Его просто килограмм один хватает для того, чтобы соседи снизу его слышали. Иногда он пугает своим шумом ночью, потому что бывает, как загрохочет, мы думаем, что это какие-то взрывы за окном, или вот это колесо первое, которое было, оно жужжало очень страшным звуком, когда он начинал бежать. Тоже напоминало, будто что-то летит над нами, вот. И ты каждый раз подрываешься ночью вот, в стрессе. Но потом поменяли колесо на более бесшумное такое. Да. Мы любим часто ему устраивать такие вот разрывалки вещей, тогда, когда мы собираемся выбросить, например, букет цветов. Нужно выбросить, но нет, сначала отдам ему, он его разнесет по всему балкону. Вот. Например, там лоток от яиц всегда ему отдать, там, и так далее. Тоже, чтобы немножко утолить его жажду этих Разрушения, потребностей природы, да, потребностей природы. Потому что если он их не удовлетворяет, а, кстати, в неволе он все равно их плохо удовлетворяет, то у них может ехать крыша. Они просто могут себе хвост отгрызать, там, не знаю. Психика просто портится у них. Самопогрызание у куницы соболей – это тревожное поведение, при котором животные травмируют свои конечности, в основном хвост. Одной из основных причин является стресс, вызванный, например, редкой сменой обстановки, переезд, изменение условий содержания или нарушение привычного распорядка. Животное испытывает тревогу и не может адаптироваться к новым условиям, что проявляется через саморазрушающее поведение. Другим важным фактором является отсутствие ментальной стимуляции и возможности реализовать природные потребности. В дикой природе куницы и соболи проводят много времени в поисках пищи, исследуя территорию и взаимодействие с окружающей средой. В условиях неволи отсутствие активности и предметов для исследования приводит к скуке, фрустрации, что может спровоцировать самопогрызание. Не кради. То есть ты не рекомендуешь вообще заводить этого питомца как домашнее животное, потому что это все-таки не домашнее животное, правильно? Это не домашнее животное, да. Это животное для экстремалов и странных людей. Наверное, я странный человек, потому что я согласилась на лет 15 его жизни держать его как просто друга, который опасный, которого я просто люблю и который со мной дружит. Вот, но никак не как питомца, которого я буду носить на ручках, там, как игрушку, как котика, и гулять с ним на улице. Что бы ты хотела сказать людям, которые вот видят вот эти милые видео с куницами, да, и думают: ой, боже, такой миленький, я себе его возьму. Очень много людей, они просто ведутся, да, на эту мордашку милую, на милые видео, а потом вот получается очень много отказников, и такие животные, у них нет нормальных потом условий, они живут либо в клетках, либо их выпускают на улицу, и они там гибнут. И очень много людей, которых я переубедила не брать животное, потому что они хотели там ребенку игрушку такую вот купить. Куницы выглядят очень милыми, но это дикие животные, и мы должны об этом помнить. Они должны жить на свободе. Даже при идеальных условиях содержания они могут проявлять агрессию, поскольку это часть их природы. Жизнь с куницей – это огромная ответственность, требующая времени, ресурсов и энергии. И даже такие усилия не заменят им свободы.
Если вы хотите помочь этим животным, не обязательно забирать их домой. Вы можете отказаться от меха или поддерживать организации, которые занимаются их реабилитацией и возвращением в природную среду. Рожденный в клетке плюш никогда не смог бы выжить в дикой природе. Но миллионы других смогут, если вы им поможете. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А еще заходите в инстаграм Плюша и его хозяйки Анны. Там еще больше интересных моментов из их жизни.